Горы здесь не очень высокие, но они идеально подходят для того, чтобы найти там убежище, для того, чтобы в случае опасности там спасаться. И так оно во все времена и было. Люди жили в долинах, занимались сельским хозяйством, ремеслами, но в случае опасности поднимались сюда наверх. Собственно говоря, так же происходит и сейчас. Многие находят здесь убежище от городской суеты, от городского шума. Я имею в виду туристов. В Германии развиты, наверное, все виды туризма, в том числе пешеходный. Здесь проложено огромное количество пешеходных маршрутов в этих горах, разной сложности. Они все, естественно, промаркированы, но самое главное, за ними следят. И если где-то на такой маршрут, на такую дорогу падает, скажем, дерево, а такое тут часто случается, потому что крутые склоны, дождями подмываются, деревья падают. Так вот, если такое дерево падает на дорогу, в короткое время в социальных сетях начинается шум по этому поводу, приезжают люди, распиливают и убирают. Я, честно говоря, не знаю, кто это делает, то ли добровольцы какие-то, волонтеры, то ли коммунальные службы, но реагируют достаточно быстро. И путешествовать здесь по этим туристическим тропам просто одно удовольствие. Я периодически этим занимаюсь. И сегодня предлагаю вам тоже отправиться со мной в одно из таких путешествий. Я всегда ставлю себе цель какую-то, увидеть какие-то объекты интересные для меня. Выбираю маршрут и отправляюсь в путешествие. Я думаю, в сегодняшнем путешествии нам слова будут лишними. Если у вас появятся вопросы какие-то, пишите в комментариях. Если знаю, я вам отвечу.